Вы на канале Malik Trip, с вами Руслан Гафаров, и здесь мы говорим про верующие инвестиции, про то, как развиваются стартапы и про самые дорогие в мире корпорации. Наш канал – это ваше окно в Кремниевую долину. И сегодня мы в LA, на Synergy LA Forum, который организовывает наш друг Гриша Аветов. И наша задача вместе с вами разобраться, что же нас ждет в будущем, и для этого мы будем задавать вопросы спикерам этого форума. В конце выпуска вы побываете вместе с нами на нетворкинг-мероприятии, кто-то из вас обязательно получит приз. Поэтому досматривайте это видео до конца, пишите нам комментарии, ставьте нам лайки. Слияние машины и интернета с человеком физиологическим будет значительно большим, чем мы это видим сегодня. Ну, я экстремальную вещь скажу, но я за капсулу матрицы. Ну, это как-то стрёмно, странно. Вы типа в дом 2, что ли, хотите попасть? Скажем так, на полшишечки. Каково было мое удивление, когда нам открыли двери, я зашел внутрь, и что вы думаете, я услышал? Ребят, знакомьтесь, это Женя. Тут мы оставим его Инстаграм. Зачем Женя в этом выпуске? Дело в том, что завтра я буду выступать, сегодня буду готовиться. И к нам приехали участники нашего клуба Malik Trip, о котором вы, наверное, уже слышали, знаете. Я буду много времени с ним проводить, и поэтому как раз Женя будет мне сегодня здесь помогать, задавать вопросы. Женя, расскажи про себя, чем занимаешься и что тебя вообще привело в Кремниевую долину, зачем ты сюда приехал? Всем привет! Живу сейчас в Сан-Франциско и сейчас развиваю бизнес здесь. И одно из направлений – это покупка крутых стартапов. Расскажи какие-то примеры, может быть, если есть, потому что ребята понимают стартапы туда-сюда, но о чем ты, какие у вас есть кейсы уже какие-то есть? Ну, из известных компаний, из больших таких, это SpaceX, Airbnb. Например, в SpaceX мы инвестировали уже 2-3 года назад, когда она где-то $40 стоила. Сейчас, для понимания, SpaceX около 230 стоит. То есть вы 2 икса сделал, да. Ребята помогают заходить в компании, то есть владеть акциями компании до того, как еще наступило IPO. То есть IPO, в принципе, это единственный легальный способ, такой доступный для всех, купить акции компании. То, что делают ребята, они ищут людей, которые работают в этих корпорациях, еще стартапах, и покупают у людей, которые сегодня опционами, как я понимаю, часть зарплаты получают и, соответственно, дают возможность потом людям, которые хотят зайти в какие-то компании до IPO, зайти. И, конечно же, когда происходит IPO, очень часто компания сразу начинает какое-то количество давать прибыли, иксов тем людям, которые купил до того, как они вышли на IPO. Правильно я понимаю? Да. Как ты видишь будущее через 10-15 лет, какие ты видишь тренды, куда вы сейчас, может быть, инвестируете деньги, ищете выхода? Самые главные тренды, которые я вижу, это в любом случае искусственный интеллект. Обрабатывать такое количество информации человеку невозможно, которое есть сейчас. И в том числе базы данных, искусственный интеллект могут помогать человеку находить быстрые ответы на сложные вопросы, не зная и не имея такой багаж информации, как какой-нибудь дата-центр. В том числе VR, потому что я не представляю, в Сан-Франциско, если ты идешь утром, все смотрят в свой телефон. Такое ощущение, что им не нужен современный мир, им надо надеть очки и погрузиться в мир какой-то виртуальный. Поэтому я считаю, что VR — это тоже большой тренд, который только будет продолжаться. Спасибо тебе. Я думаю, что мы с тобой очень крутые можем вопросы позадавать, поэтому пойдем продолжим беседу уже с нашими спикерами. Привет, Паш. Здорово. Как добрался до Лос-Анджелеса? Отлично. Многие зрители Руслана уже, наверное, знают, что у тебя своя церковь. Я не знаю, как это правильно называть, потому что, знаешь, религиозные вопросы. Культурный центр. Культурный центр. А на что ты больше всего времени сейчас тратишь? Потому что я так понимаю, что собирать людей, знакомить их, или чтобы они к тебе как в гости приходили, это больше как хобби. Основной мой бизнес – инвестиции в технологические стартапы. То есть мы отбираем стартапы на этапе роста, когда у них уже есть готовый продукт, есть первые показатели успеха и есть очень быстрый рост. Очень быстро этот рост измеряется 10, 20, 30% в месяц. Есть несколько направлений, в которых сейчас идет очень большая движуха. Например, искусственный интеллект. Уже последние несколько лет об этом много говорят, но, скажем так, если 5 лет назад под искусственным интеллектом, под проектами в области искусственного интеллекта понималось в основном технологические платформы, то есть вообще способность обработать данные, например, без участия человека, то сейчас идет волна использования знаний искусственного интеллекта для того, чтобы существующие традиционные индустрии поменять. И сейчас подход такой, что если ты такой умный и твой искусственный интеллект способен
там, условно определить, в какую недвижимость лучше инвестировать, то ты не должен технологию продавать кому-то инвесторам, которые будут инвестировать. Тогда сделай свой фонд в недвижимость и используй свою же технологию для того, чтобы зарабатывать для себя деньги. Вот у инвесторов сейчас в целом концепция такая. Если ты придумал новый механизм оценки рисков в страховании, например, да, то надо сделать страховую компанию. И вот там Lemonade придумала такую технологию искусственного интеллекта, это компания так называется, Lemonade, вот, придумала такую технологию, открыли свою собственную страховую компанию с совершенно новыми принципами, прозрачно для клиентов, и там за 2 года вышли на миллиардную капитализацию. Да, вот хороший пример. И очень много таких компаний сейчас в сфере финансовых технологий, потому что банки не умеют использовать искусственный интеллект, например, для того, чтобы правильно оценивать клиентов, а инженеры могут. И теперь получается, что инженеры с большим успехом могут открыть банк сейчас, чем банкиры, да, потому что у них на руках есть технологии, которых нет у банкиров. Сейчас вопрос еще вспомнил. Что ты думаешь вообще про космическую отрасль и конкретно про компанию SpaceX? Потому что такое ощущение, что она интересные вещи делает. Очень интересные. И сейчас они делают раунд очередной, все инвесторы на ушах стоят. Мы тоже смотрим, но, скорее всего, не будем инвестировать, просто потому что слишком много уже, скажем так, слишком много их акций доступно сейчас на рынке. Вот, но я очень верю в компанию. Я думаю, что они там, как минимум в 1,5-2 раза должны вырасти за ближайшие год-два, просто за счет того, что SpaceX уже один раз сделал революцию фактически на рынке вывода грузов на орбиту. Сейчас с запуском новой тяжелой ракеты они еще раз поменяют весь этот рынок. То есть они сделают вывод грузов на орбиту вообще обычным делом и снизят стоимость этого вывода еще там в 10 раз. И как только это произойдет, это откроет новый рынок для кучи дополнительных сервисов. То есть теперь уже можно там делать свои спутники, можно Миша Кокорич делает Momentum сервис типа Uber по доставке грузов внутри орбиты разных, например. Вот такие вещи будут возможны после того, как Маск запустит свою ракету. Ну и плюс мы говорим в том числе про, все уже смотрят там на Марс условно, пусть это очень долгий горизонт с точки зрения инвестирования, но там огромное количество технологий, которые просто в процессе подготовки к этому потенциальному полету на Марс можно отработать кучу технологий, у которых будет практическое применение сейчас. Кстати, вот еще очень интересное направление — образование. Оно, знаешь, чем интересно? И потому что это как раз это одно из тех направлений, в котором все поменялось буквально за последние 2 года. Это был совершенно другой рынок 2 года назад. Связано это с тем, что выросло поколение, вот, грубо говоря, у меня старшим детям сейчас будет 17 лет. То есть выросло поколение родителей, которые с детства пользуются интернетом, или с молодости пользуются интернетом, которые привыкли к интернету как к нормальной среде социального общения, образования, бизнеса и всего остального. И наши дети, вот это первое поколение интернета, наши дети пошли в колледж, или в университеты. Соответственно, если наши родители относились к интернету как к некому баловству, они никогда не рассматривали бы интернет-образование в качестве полноценной альтернативы для офлайн-образования, для университета, то наше поколение совершенно нормально к этому относится. Моя дочь, одна из... У меня 3 детей, дочь 17 лет, она в этом году бросила школу. Она сказала: я больше не хочу учиться в обычной школе, я буду учиться онлайн, я хочу сама определять, что мне интересно учиться и в каком режиме, и в какой последовательности. Вот сейчас мы начали такой эксперимент, вот она там с сентября учится самостоятельно, посмотрим. Но тем не менее, это глобальный тренд, это не то, что там отдельный человек. То есть я предполагаю, что в Штатах там как минимум треть студентов и школьников старших классов в течение следующих 10 лет массово перейдут с офлайн образования на онлайн образование. А если брать по миру, то мы говорим про 1 миллиард человек, у которых у родителей лежат в кубышках там пара триллионов долларов на то, чтобы этих детей отправить в колледж. И эти деньги сейчас неожиданно потекли в онлайн, потому что они осознали, что не нужно больше отправлять человека в колледж на 5 лет и платить за него там по $100 000 в год. Положить ребенка в капсулу, засунуть ему провод в голову и лежать, и
или он сидит в школе и целыми днями занимается тем, что ему, может быть, не нужно и не пригодится. Вот где границы этого, что он просто дома сидит онлайн и ни с кем не общается, только онлайн, либо он всегда в обществе играет в футбол и весь домой приходит в грязи, но он делает то, что ему не нужно и, может быть, не пригодится. Ну, я экстремальную вещь скажу, но я за капсулу матрицы. Просто потому, что вот это все разговоры о том, что дети наши больше там в грязи в футбол не играют во дворе, с людьми не знакомятся, это все хрень. Потому что, во-первых, возможностей для социального общения у них предостаточно. И там было какое-то время страх того, что дети там в айпадах своих сидят, но это будущее реально. Там, через 10 лет будут очки с дополненной реальностью, и весь мир, ты будешь смотреть на весь мир через призму экранов. Это данность. Нам может это там не нравиться, пугать или еще что-то, но мы должны понимать, что поколение наших детей будет пялиться в экран всю свою жизнь. Да? И если их не приучить сейчас это правильно делать и управлять там, своим временем, понимать, как себя мотивировать в этих условиях, то если их там искусственно ограничивать, то они, закончив школу, уткнутся в этот экран и не будут способны ничего сделать. Их нужно приучить к тому, что они должны понимать, как выстроить этот баланс для себя самостоятельно. Много людей сюда приезжает для того, чтобы понять, как работает бизнес здесь. Но они сюда приезжают умные, а надо ум оставлять там. Потому что если ты сюда приехал умный и все знаешь, то ты пытаешься из своего старого опыта понять, как здесь работает и что. Это не работает. У меня были предприниматели, лидеры рынка в России, которых работает 7,5 тысяч человек. Они зашли в компанию «Запас», а «Запас» — один из главных принципов — делать людей счастливыми. Они посмотрели то, как работают в этой компании люди, вышли и сказали, что это был цирк, что люди специально притворялись для них в этой компании, что они так работают, что им действительно как бы кайфово работать на работе. Вот. Они с твердым убеждением, я не стал с ними спорить, такое тоже бывает. Поэтому вы ничему не научитесь, если не примете то, что здесь может быть что-то по-другому. Америка — страна мигрантов. Действительно, здесь 99% всех людей, которые сюда приехали, они приехали сюда со всего мира. И лишь 1% тот, который коренной. Да, там. И здесь суть в том, что ты сюда, если приехал, ты реально можешь стать американцем уже как только пересек границу. Вот. И это нормально, ты будешь просто Russian American, да, то есть, но ты никогда не станешь русским в России. Потому что вот у меня есть, например, друг кубинец, он живет 20 лет, он чернокожий, разговаривает с акцентом, у него родной испанский, английский. Он до сих пор иностранец, хотя он там уже гражданин там, и так далее, он женат, он никогда не будет русским. Когда мы говорили, что мы собираемся заниматься ютубом, все крутили у виска, типа, снимать себя, свою жизнь. Это как-то стрёмно, странно, вы типа в Дом 2, что ли, хотите попасть. Такое, какие-то ассоциации. Но, по сути, тогда уже было понятно, что намечался тренд, и мы как раз увидели именно англоязычный YouTube, увидели оттуда миллионные каналы. На русскоязычном YouTube тогда детских каналов вообще не было. И мы увидели, что формируется тренд. Уже были миллионы подписчиков, уже миллионные просмотры были у американских каналов. Знаешь, такая проблема есть, если про YouTube конкретно говорить, что многие люди копируют все, что происходит на американском YouTube, на англоязычном, и полностью копируют. Насколько часто вы это делаете или вообще вы делаете это? Смотри, по поводу копирования могу следующее тебе сказать. У тебя какой телефон? iPhone. Смотри, по сути, это два телефона, да, это Samsung, это iPhone. Я могу еще положить сюда 3-4 телефона топовых, и они будут на 95-98% абсолютно одинаковыми. Копировать круто, копировать классно. Китай взлетел на копирование. Они сейчас экономика, которая нереальными темпами растет, и все это происходит на копировании. Они не стесняются просто. И мы в том числе, мы точно так же копируем. Мы создаем просто очень много контента, и его невозможно генерить в таком объеме самостоятельно. Посмотри, как сделали, и сделай лучше. Вот тогда ты в мир привнесешь какой-то свой вклад. Когда ты не просто берешь и делаешь точно так же, да, а когда ты берешь и делаешь лучше. И ты говоришь, что ты часто достаточно путешествуешь, живешь в Калифорнии и подпитываешься новыми идеями. Как ты думаешь, понятное дело, что вопрос немножко абстрактный, но на 5, 10, 15 лет основные тренды, которые будут развиваться? Я уверен, лет 5 ближайших дадут нам каких-то гигантов, таких как Google, именно с виртуальной реальностью, куда
мы будем проваливаться с огромным удовольствием. Могу привести пример очень прикольный. Поскольку я сейчас переехал на Бали жить, мы были там в одном бич-клабе, очень классный, на берегу, дорогой, новый, отстроенный, там рестораны, бассейны, музыка, диджей, все супер, закат. И мы там обедали или ужинали, уже не помню, и я гулял с ребенком, и в тот момент, пока малая бегала, я наблюдал просто за людьми. Представь, это гипердорогое место, классное, где тебе реально комфортно находиться, но примерно 90% людей, на которых я смотрел, все сидели в мобильных телефонах. О чем это говорит? Нет, это не ужасно, это новая реальность просто. Это говорит о том, что в виртуальной реальности интереснее, чем в физической реальности. Они находятся не где-то там в хамырях каких-то, где совсем кошмар. Это состоятельные люди находятся в классном месте, где просто кайфово сейчас находиться, но при этом они все равно предпочитают виртуальную реальность, они все равно предпочитают находиться в мобильных телефонах. Это говорит о тренде, о том, что все больше и больше контента будет создаваться, и мы все больше и больше будем проваливаться в виртуальный мир. От этого никуда не уйти, люди многие боятся этого, там, переживают, что с этим делать. Да ничего не делать, это просто такая реальность, в которую мы идем. Нужно адаптироваться. Если хотим идти в ногу со временем, нужно адаптироваться. Здесь высокий уровень организации, самоорганизации. Дело в том, что есть вот, Конституция, все слышали, наверное, да, там, кто слышал, что есть вот Конституция. Вот только она не такая Конституция, как у нас. Она действительно работает, короче. Она действительно работает. И там есть вторая поправка, которая говорит, что если государство делает свои обязанности не так хорошо, как хотелось бы гражданам, которые в нем живут, то задача каждого гражданина выйти на улицу с оружием в руках. Для этого здесь беспрепятственно каждый может купить оружие. И свергнуть это государство. Сегодня ВВП Кремниевой долины 800 миллиардов. Так вот, половину этого ВВП сделали мигранты. Понимаете, да? То есть рынок фастфуда, чтобы понимание было в сравнении, 26 раз больше. Рынок бриллиантов в России 3 миллиарда, здесь 80 миллиардов. То есть, чтобы понимание было разницы рынка, потому что мы сюда приехали со своего рынка, мы здесь, для Америки Россия это 3% вообще ее рынка. 3%, то есть вообще неинтересно. То есть вот там что-то делать, и там страны СНГ в принципе, вообще неинтересно запускать там бизнесы, потому что 3%, а напрягаться столько же надо. Если мы посмотрим на Калифорнию, это сегодня будет пятая экономика, если взять это как отдельную страну, пятая экономика в мире будет. Соответственно, она больше, экономика Калифорнии, чем экономика Великобритании. При этом в Калифорнии 40 миллионов человек живет, а в Великобритании живет 66 миллионов человек. Особое внимание обращу на вот эту историю. Защита прав человека и законодательной базы. Я первое время ходил ко всем инвесторам и людям, которые действительно чего-то добились, и задавал вопрос, почему здесь это можно, а в России и странах СНГ нельзя. Они говорят, что потому что есть закон, потому что если ты здесь открыл компанию, запатентовал что-то и так далее, у тебя это не заберут. Это точно знаешь, потому что когда ты это действительно так. Это не заберут. И именно это дает возможность здесь всему рождаться. Потому что если один предприниматель что-то крутое сделал, у него забрали второй, третий, четвертый предприниматель, будет ли он напрягаться и стараться что-то делать, и зная, что у него это заберут? Вот закон — это действительно то, что делает такую инфраструктуру внутри этой страны, уравнивает всех перед законом, да? Что ты действительно знаешь, что я сделаю что-то крутое, со мной даже если какой-то компании захочется мою какую-то идею забрать, со мной проще договориться и купить у меня эту идею, чем забрать, потому что забрать будет дороже. Мир изменится за определенные промежутки времени, например, 5, 10, 15 лет. Какие вообще чекпоинты такие тоже условные видишь, что, например, через 15 лет мир будет не узнать в какой-то определенной, может быть, сфере, в которой ты очень хорошо разбираешься? Билл Гейтс сказал очень хорошую фразу, которую мне нравится и которую я люблю повторять, что люди очень сильно недооценивают влияние технологий на далекое будущее и очень сильно переоценивают влияние технологий на ближайшее будущее. То есть то, как мы видим изменится мир в ближайшем будущем, мы всегда переоцениваем. То, как мы видим мир изменится в далеком будущем, мы всегда недооцениваем. И этому виной очень простая кривая, которая называется экспонент. Когда вы рисуете экспоненту, у вас сначала в экспоненте рост вот этой вот кривой, он очень небольшой, а потом он экспоненциально, да, собственно говоря, увеличивается и становится почти вертикальной. То есть почти горизонтальная линия становится почти вертикальной линией. Есть какой-то tipping point, да, вот когда эта горизонтальная линия вдруг становится вертикальной. А наше мышление линейно. Вот если вы из одной точки поставите
сделаете вот эту кривую экспоненциальную, и из этой же точки линию проведете, эта линия очень долго будет выше, чем экспонента. И вы будете, это как раз не наступление будущего в краткосрочной перспективе. Вы будете говорить, ну и где это будущее? Ну и где ваш там блокчейн? Или где ваши мобильные телефоны? Вы все время говорите, что эти мобильные телефоны изменят жизнь вокруг нас. Но они есть только у 3 человек из моего окружения. Поэтому ничего не поменяют. Они страшно дорогие. Но потом в какой-то момент времени экспонента, это развитие технологий, перекрывает эту линию. Это ваше видение. В этот момент, вот в этой точке пересечения линии экспонента, будущее пересекается с настоящим. Вы встаете, и вдруг у вас в карманах мобильные телефоны, или у вас у всех есть Facebook, или у вас есть у всех WhatsApp, или у вас есть у всех очки виртуальной реальности, или вы все летаете на Марс. То есть сначала это будет, вау, этого никогда не произойдет. Почему? Потому что этого не происходит завтра. Вот я встал, снова на Марс никто не полетел. А потом вдруг на Марсе образовывается колония. И вот это фундаментальная история про будущее. Теперь я попробую предсказать. Те экспоненты, которые происходили в интернете, которые были в основном вызваны законом Мура, да, который гласит, что процессоры увеличиваются в производительности, уменьшаются в стоимости каждые примерно 18 месяцев. Это и есть экспоненты, да, в 2 раза увеличение каждые 18 месяцев. Это экспонента справедливо для всех остальных индустрий. Ну, например, может ли томограф, который вот сканирует тело там, человека, уменьшаться в размерах, увеличиваться в мощности и уменьшаться в стоимости каждые 18 месяцев, в 2 раза. Если может, то этот томограф должен превратиться через через 10 лет должен превратиться в маленький какое-нибудь устройство у вас на ухе, которое будет сканировать ваше тело, ваш мозг постоянно и предсказывать ваше поведение и ваши желания. Я говорю это к тому, что вот эти все биотехнологические и медицинские очень супер такие профессиональные вещи, которые мы сейчас наблюдаем в клиниках, они будут на нас, это вот всякие wearables, будут часы, которые будут измерять очень хорошо ваше здоровье. В реальном времени уже такие есть, но это будет просто мейнстрим. Безусловно, все, что касается предсказательных технологий, то есть предсказаний вашего поведения и ваших желаний, перейдет в вот эту сферу, ну, то, что называется интерфейс человек-машина. То есть это очень быстро эволюционирует, и мы будем общаться с компьютером или с окружающим нас интернетом как часть этого интернета. Сначала мы называем это там интернет вещей, да, вот мы будем обвешаны датчиками. Потом этот интернет будет читать очень неплохо наши какие-то эмоции, мысли, и через какое-то время предвидеть, что нам надо. Да, и давать нам то, что нам надо. Uber будет приезжать раньше, чем нажимаю на кнопку. Вот таким образом. Да? То есть просто я должен буду подумать, что мне нужна машина, и машина будет рядом. Технологии, вот то, чем мы сейчас пользуемся, мобильных телефонов, конечно, уйдут в виртуальную плоскость. Ну, то есть это будут очки или какие-то линзы дополненной виртуальной реальности. То есть у нас, конечно, в руках не будет телефона. И вот молодое поколение тинейджеров, у которых проблемы с вот этим суставом на руке, потому что они все время печатают. Это уйдет в прошлое, конечно. Люди уже там в Китае, люди в основном говорят с телефоном, потому что иероглифы очень неудобно печатать на клавиатуре. Но мне кажется, что это тоже будущее. Все, что связано с голосом, и все, что связано с очками или там какими-то устройствами виртуальной дополненной реальности, у нас все будет виртуально и дополнено. То есть я думаю, что лет через 10-15 слияние машины и интернета с человеком физиологическим будет значительно большим, чем мы это видим сегодня. Драматические изменения произойдут в области фудтека, агротека, то есть агропромышленный комплекс, и то, что мы потребляем. То есть еда, она будет в массе своей искусственная, ну, то есть то, что называется выращенное или искусственное мясо, и, конечно, в очень большой степени генно-модифицированное. То есть сейчас, опять-таки, мы не ели бы генно-модифицированные помидоры, потому что нам кажется, это опасно для здоровья. Это маркетинг, в моем понимании. Сначала табак был опасен для здоровья, потом он вдруг стал безопасен для здоровья, потом он снова стал опасен для здоровья. Навигировать обществом очень легко, если у этого есть экономический стимул. И мне кажется, что
производство продуктов питания очень сильно видоизменится в следующие там, 10 лет. Драматические изменения произойдут в энергетике. Я глубоко уверен, что альтернативные источники, возобновляемые источники энергии, да, такие как там, ветряные, солнечные батареи, солнечные ветряные генерация, она будет сильно удешевляться за счет новых технологий. Она уже сравнима с газовой генерацией, но, очевидно, тут будут еще больше изменений. Я думаю, что через 10 лет появится работающий реактор термоядерного синтеза, который вообще перевернет мир энергетики в целом. То есть человечество обретет практически бездонный энергетический потенциал. Мгм. Мне очень рекомендовали с тобой пообщаться. Скажи, какими судьбами ты в Лос-Анджелесе вообще? Я выступаю на прекрасном мероприятии Synergy LA Forum. Мгм. Сегодня выступал вторым с темой «Как продавать товары в Америке». Это один из основных функционалов моей компании Synergy Global Trade. Мы располагаемся в Нью-Йорке и помогаем производителям из разных стран мира продавать свои товары на рынке США и еще 17 стран. В Нью-Йорке есть знаменитая улица Уолл-стрит. Как ты вообще относишься к Уолл-стрит и что ты знаешь про эту улицу? Я про эту улицу знаю достаточно много подробностей. Дело в том, что я на ней живу. Прямо на улице Уолл-стрит находится дом, в котором я живу, в квартире. Да. Поэтому эта улица мне чрезвычайно близка. Скажу почему. Моя прошлая жизнь связана с финансовым сектором. Я очень много проработал в банковском секторе, и поэтому все, что связано с финансами, и, конечно, история Уолл-стрит, она была мне близка даже до того момента, когда я переехал в Нью-Йорк. И, кстати, когда я переехал в Нью-Йорк, одно из первых мест, которое я посетил, это именно Уолл-стрит. У меня всегда была мечта попасть на Нью-Йоркскую фондовую биржу, но с 2001 года, после теракта, туда запрещены любые туристические визиты. И вот совершенно случайно, буквально пару месяцев назад, мне удалось попасть туда, в святая святых. Мы были десятой группой, туристической группой, которая попала на Нью-Йоркскую фондовую биржу после 11 сентября. И это, конечно, были фантастические эмоции. Это было таким приятным завершением моего исследования Уолл-стрит, этой улицы. Какие впечатления были? По телевизору всегда показывают, что там всегда все кричат, что-то делают. В момент твоего посещения так же было или нет? Слушай, я был даже в таком легком шоке. Да? У нас изначально была такая интересная экскурсия, мы посмотрели достопримечательности биржи. Ну, я в целом изучал историю возникновения биржи, подписания Платанового соглашения. Ты же знаешь, как это все началось? Да? Когда на Уолл-стрит начали собираться торговцы акциями и что-то продавать. Вот. Причем независимо друг от друга. Они что-то продавали просто. Вот. И тут в какой-то момент они сказали: слушай, а ты вот что продаешь? Он говорит: я акции продаю такой-то компании. Говорит: и я тоже такой компании. Давай мы как-то договоримся. И вот они как-то договорились, да, а потом привлекли других людей. Давайте, говорит, все вместе договоримся. И подписали соглашение. По легенде, на этом месте в самом начале Уолл-стрит рос платан, да, такое дерево. И они под этим деревом подписали соглашение, которое называется Платановым соглашением. Оно и стало началом Нью-Йоркской фондовой биржи. И оригинал этого Платанового соглашения хранится на Нью-Йорк Stock Exchange. Я его видел, это, конечно, было круто увидеть такую историю. Мы прошлись по всем залам, посмотрели какие-то исторические моменты. Я, например, был очень удивлен, когда в одном из залов увидел вазу Фаберже. Вазу Фаберже, которая была подарена Николаем II Нью-Йоркской фондовой бирже за то, что когда России нужны были деньги на строительство Сибирского тракта, да, магистрали, были выпущены государственные облигации на Нью-Йоркской фондовой бирже, под которые они получили около $1 миллиарда, если я не ошибаюсь сейчас в цифрах, ну, там, на то время. И, по сути, благодаря этому была построена Транссибирская магистраль. И в знак благодарности Николай II отправил Витте, министра экономики, на Нью-Йоркскую фондовую биржу, и он преподнес в подарок вот такого размера вазу, на которой русскими буквами написано «Подарок Нью-Йоркскому фондовому сообществу от Николая II». И это было очень интересно, прикоснуться в Соединенных Штатах, святая святых финансового мира, к такой истории. Когда после этого, воодушевленные такими интересными моментами, мы подошли к заветной двери,
Я до конца не был уверен, пустят ли нас в торговый зал, но нас не просто пустили, а мы еще застали так называемый closing bell, да, это звонок, который закрывает торги и открывает тоже. Звонить в него доверяется каким-то известным личностям, спортсменам, политикам, либо руководителям тех компаний, которые в этот день выходят на IPO. Так вот, когда открылись двери, я тоже ожидал какой-то бурной феерии. Каково было мое удивление, когда когда нам открыли двери, я зашел внутрь, и что вы думаете, я услышал? Тишина. Тишина, ни единого звука. Нет уже сумасшедших звонков трейдеров, нет криков «продавай», нет криков «давай, скорее, беги сюда», все пропало. Этого нет. Только компьютеры, только тихое клацанье по кнопкам и абсолютная тишина. Смотри, у нас сегодня тема инвестировать, что деньги, что время в ближайшее будущее, которое ты видишь у себя, и, в принципе, изменения, которые за 10-15 лет произойдут кардинальные в каких-то сферах. Вот, я так понял, в акции ты не инвестируешь, но есть сфера, куда ты инвестируешь либо время, либо деньги, скорее всего. Можешь рассказать о ней? Да, конечно, это образование онлайн. Образование онлайн. Это специфика моей компании, разработка образовательных программ для предпринимателей и помощь в продажах производителям товаров из разных стран на американском рынке. А как это поможет людям стать счастливее или достигнуть их целей и быть успешными в жизни образования? Потому что образование сложился такой шаблон, что надо образование. Зачем, непонятно. И вот расскажи, как это может помочь вообще людям стать успешнее, счастливее. Я очень не люблю слово «счастье» и «успех». Вот, к сожалению, такие прекрасные и хорошие слова, они в настоящее время несколько нивелированы, да, в том числе благодаря различным псевдоучителям, да, рассказывающим про успешный успех и прочую историю. Вот. Я бы заменял слово «успех» словом «результат», если мы говорим о бизнесе. Если ты нацелен на результат, то ты, приходя к этому результату, ощущаешь это чувство успеха, да, или можно называть его по-разному, и ставишь себе новую планку. Как прийти к результату? На основании чего-то. На основании опыта и знаний. Опыт получается на практике, знания получаются из образовательных программ. Ты не можешь получить опыт, не имея знания. В процессе получения этого опыта ты вынужден экспериментировать. И чем у тебя вывереннее действия, чем более точные и грамотные твои шаги, тем более успешный опыт ты получаешь, и тем точнее приходишь к результату. Образование помогает тебе совершить максимально правильно эти шаги. Кремниевая долина — это вот то, что мне интересно, поэтому я про нее говорю, да, там инновации, бизнес, стартапы, по сути, весь бизнес Америки сконцентрирован именно в Кремниевой долине. Это факт. Потому что там самые дорогие в мире компании, не просто в Америке, в мире, понимаете, да? То есть, по сути, как делать бизнес, надо учиться там, не где-то еще. Apple делает лучшую работу в своей жизни, они реально так делают. У меня там работает друг, вот недавно вышли AirPods, он их сделал как раз, да, там. Он, когда мне говорит, я спрашиваю, зачем ты там работаешь, он говорит, я на миллиарды людей реально влияю. Вот я сейчас что-то придумаю, сделаю, это будут использовать миллиарды людей. И потом еще миллиарды людей будут использовать продукт, который был сделан, вдохновившись продуктом Apple, понимаете, да? Почему сегодня Samsung, LG и так далее выглядит так, как выглядит? Потому что выглядит так iPhone. Ни для кого не секрет, все копируют, так ведь, да? Соответственно, вот это, если коротко про Apple, много не буду говорить, она больше, чем там экономика Нидерландов там, и многих других стран. Там 25 стран, например, там, африканских, это больше, вот, Apple по капитализации больше, чем 25 африканских стран. Google, соответственно, задачи упорядочить всю информацию во всем мире, они тратят огромные деньги на свою команду, обеспечивают их всем, даже стирают их вещи. Вот. Но это не просто расточительство. Они посчитали, что каждый сотрудник в час приносит компании $2000. И им выгоднее постирать вещи человека, чем в это время человек будет думать о том, что мне надо быстрее домой, потому что мне надо постираться. Понимаете, да? То есть это не просто расточительство. Мы приходим и думаем, они там все так делают, у нас так невозможно. Им это выгодно. Вот, достижение — это то, что как раз отличает Кремниевую долину от всего остального мира, как мне кажется, опять же, да, то есть эти люди хотят быть лучше самого себя, лучше других, они делают трудные, интересные проекты, с таких людей с деньгами просто не заманишь в свою компанию, им нужно реально что-то прикольное делать. То есть ты не скажешь, там, давайте заплачу миллиард, но ты будешь заниматься, там, не знаю, там, порнофильмами, там, продавать оружие, там, траву, то есть это не будет работать для них. Привет, Таир. Здорово. Мне очень круто, что я здесь тебя встретил, потому что для меня, когда я вижу тебя на бизнес-форуме,
и старая картинка, они не всегда клеются, потому что я видел, что ты в своем блоге разговариваешь про бизнес, и это два разных мира, как мне кажется, и насколько ты- Бизнес и я? Не- Нет, скорее бизнес и комедия, хотя это сопутствующие миры. Но насколько ты погрузился в бизнес-мир, когда начал здесь жить, в Америке? Ну, я вынужден был погрузиться в бизнес-мир, чтобы заниматься бизнесом, конечно, но я, скажем так, на полшишечки. Да. То есть я погрузился настолько, насколько нужно, чтобы понимать, что происходит, но я все равно считаю, что каждый должен своим делом заниматься. Я больше по креативу, а кто-то лучше в бизнесе, поэтому, слава богу, мои партнеры намного в этом больше понимают, им это больше нравится, поэтому главное, чтобы каждый возник нашел своего Джобса, понимаешь? Вот так. Насколько ты стал меньше шутить и улыбаться после того, как погрузился в этот мир? Он счастливее? Тут больше люди улыбаются или нет? В бизнесе? Да. Ну, не знаю, наверное, так же. Да не, ну, знаешь, бывает улыбчивый момент, бывает не очень, когда там приходит пожарная инспекция и говорит, что нужно там переделать на $20 000, ты не улыбаешься. А когда приходит какой-то там армянский электрик, говорит, да я вам за $500 это все сделаю, ты улыбаешься. Ну, круто. А ты насколько долго в Америке? Потому что подписчики Руслана могут быть не совсем знакомы с твоим новым миром. Я не знаю, если подписчики Руслана, конечно, хотят, они могут посмотреть мое интервью Дудю, я там все рассказываю. А вообще на мой канал подписаться, я там еще больше рассказываю. 6 лет я в Америке. 6 лет. Ты выбирал город для жизни Лос-Анджелес долго, или ты просто приехал и такой, буду жить в Лос-Анджелесе? Нет, я взял большую как бы карту мира, повесил ее на стену, завязал себе глаза и кинул дротик. И Все так делают. Да, и он попал в Нигерию. Я подумал, какая нафиг Нигерия? Конечно, нет, Лос-Анджелес. Смотри, а насколько у тебя изменилось мышление, когда ты начал жить в Америке? Ты стал более таким прогрессивным? Прогрессивным? Ну, мало ли, там, Не, ну- что прям перещелкнуло и изменилось в твоем мире? Не, глобально ничего не перещелкивало, просто в любом случае смена обстановки как-то влияет на изменения в тебе. Ну и в целом, независимо от того, где ты живешь, переезжаешь или нет, с возрастом человек что-то меняется, что-то новое узнает, мы все растем, мы смотрим всякие интересные видео, познавательные книжки читаем. Поэтому что-то, наверное, изменилось так резко, скачивать такого не было. Нет было такого, типа, о, я все понял. Такого не Ты было. здесь общаешься больше с русскоязычными или с англоязычными людьми? Тут даже нет такого больше. Я общаюсь только с русскоязычными людьми. А английский ты хорошо знаешь уже или нет? Ну, a little better than it was, but still not perfect. Окей. Мы немножко про бизнес разговариваем. Ну, давай попробуй сделать вид, что я разбираюсь. Давай. Давай. Куда инвестировать деньги? Сколько денег? $500 миллионов. Ух. Ладно, окей, $500 тысяч. Понимаешь, $500 такая вот сумма ни туда, ни сюда, понимаешь? Давай умножим на 3, чтобы тебе было удобнее. 1,5 миллиона? 1,5 миллиона. А, Ой, какие? 1,5 миллиарда. Да Подожди, ты определись. Мне кажется, давай так, если сумма большая, то, конечно, я бы инвестировал везде по чуть-чуть. Какие-то есть стабильные секторы, там, типа недвижимости, понимаешь, что-то еще. В них можно просто стабильно инвестировать и не переживать. Но так, во что вы верите, вы тоже инвестируете. Я не знаю, я говоришь, разбираюсь в творчестве просто, поэтому могу только Во в все по творчестве. чуть-чуть. Какие сферы? Сколько их? 10 или 3? Да, это ты мое мнение спрашиваешь? Да. Не профессионально? Если у меня было бы много денег, если у меня было бы, скажем, ну сколько там, $30 миллионов, ну, наверное, я бы 10 миллионов вложил бы в недвижимость какую-то просто по миру, 10 миллионов в какой-то там, не знаю, hard money или какие-нибудь там фонды, где стабильно чуть-чуть капает, ну, а 10 так на жизнь, на там развлечения, на кино и попкорн. Если запустить так вот мысль в свободный полет, чем бы ты начал заниматься по бизнесу, если бы у тебя был полный выбор? Ну, типа, если бы мне не нужно было думать о зарабатывании. Вообще ни о чем не думать, да, и вот влияет ли тебя вот этот калифорнийский дух, и ты бы хотел там в космос полететь, либо искусственным интеллектом заняться, либо в медицину погрузиться, либо сферу обучения улучшить такой раз, и вот весь мир научил, как правильно учиться. Это все очень благородные цели, но опять-таки считаю, что каждый должен заниматься тем, что у него получается, а скорее всего это равно то, что ему нравится. Мне как бы может быть интересно там медицина и космос, но я в этом не очень разбираюсь. Мне нравится entertainment, шоу-бизнес. Если бы у меня были бы возможности неограниченные тратить деньги, то, наверное, я тратил бы их, например, на кино, который действительно не очень выгодный бизнес, но это шоу-бизнес, это все равно возможность как-то реализовываться. Я бы, конечно, тратил бы деньги на кино, снимал бы
1 фильм в год, из 5 фильмов 1 получался бы окей. Я бы терял бы кучу денег, но чего нет. Вот если тебя сравнить с прошлой такой, знаешь, образом человека, который из Comedy Club, и сейчас ты можешь себя описать, кто ты сейчас, ну, самоосознание твое, кто ты сейчас? Да, все то же самое. Я думаю, что ничего не меняется. Так, тот же путник, который вышел 38 лет назад на свой короткий, яркий путь, старается максимально интересно сделать. Да, то же самое, путешественник по жизни. Я был счастлив с тобой пообщаться. Можно? Давай, еще обнимемся. Очень круто, что такие люди приходят на бизнес-конференции, тем более на русские. И ты, я так понимаю, сам русский, правильно? Да, спасибо. Ты родился в Америке? Не, я родился в Мурманске, вырос в Одессе и переехал в Майами в 2004 году. Я переехал с Мурманска, с Одессы, с мамой, бедные, у нас ничего не было. И я хотел всегда актером стать, я всегда хотел знаменитым стать, когда мне было 5 лет. Я хотел, чтобы, не знаю, меня встречали на улице, фотографировали. Хотел всегда что-то смешное делать. И, не знаю, в 2011 году я открыл YouTube-канал и сказал, что я сделаю, и с кем-то стану с этим. И вот 10 миллионов подписчиков, 6 лет. Какой у тебя план на ближайшее будущее? На ближайшее будущее? 3-5 лет, да. 3-5 лет будущее. Виталий Uncensored, мой сайт, $100 миллионов в месяц. Написать книжку и, может быть, детей. No, but no, I'm just inspiring the world. Yeah, just to change the world, inspire people, keep growing, keep making people laugh. Очень круто, знаешь еще что люди, которые занимаются бизнесом, они выстраивают маркетинговый отдел, там что-то думают, долго у них анализ, статистика. А ты, я так понимаю, что у тебя огромное количество людей посетило сайт после того, как твоя девушка, правильно, Кинси, Да. выбежала в очередной раз на матч, Да. потому что делал ты это уже, я видел, твоя мама даже делала. Да. Можешь рассказать немножко про это и как вообще такое устраивается? Потому что ты каждый раз, я считаю, что вот это и есть маркетинг, реально крутой маркетинг. Да. Я уверен, что у тебя нет 50 человек, которые думают так, как ему это сделать. Да, но это маркетинг стоило, когда Кинзи сделала моя девушка $5 миллионов за 30 секунд. Я это сделал бесплатно, потому что зачем платить, когда ты это можешь круто сделать и лучше, чем рекламу делать. А я сделал это в 2014 году, первый раз на World Cup Finals, когда Бразилия и Аргентина играла. Я пробежался на поле, потому что я хотел туда поехать просто на игру. Я сказал друзьям, что я пробегу на поле, мне сказали, ты не пробежишь, ты боишься. Я сказал, боюсь. Хотел всем доказать, всегда хочу доказать людям, что мне не страшно то, что если я что-то хочу сделать, я знаю, что это сделаю, то я это сделаю. И пробежался на поле, миллионов подписчиков было через 24 часа на Фейсбуке, 500 000 на Инстаграм, это когда только Инстаграм, знаете, началось. И потом я это сделал, сказал, все, я не хочу это больше делать, потом я сказал себе, я все самые большие финалы спорта в мире сделаю, так что я сделаю NBA, World Cup, Champions League. Я должен с моей девушкой делать, но мне не те билеты дали, которые я купил, потому что мне хотели, что мне помогли, типа, на балконе дать. И я открыл конверт позже. Так что я сказал моей девочке, если она не пробежится на поле, то я ее оставляю. Она больше со мной не будет. Ну, по шутке, конечно. И вот такие вот дела. Потом моя мама выбежала на поле, но она засала и забоялась. Она сильно недалеко не пробежала. Мы еще немножко поговорим о бизнесе, если ты не против. Как ты думаешь, поскольку ты почти всегда живешь в Калифорнии, насколько я понимаю, Да. и очень много здесь времени проводишь, и ты, мне кажется, прям всегда на острие ножа, как мир изменится, по-твоему, за 5 или там, за 15 лет, когда он действительно изменится настолько сильно, что его не узнать? И думаешь ли ты... Как изменится? Но я боюсь за мир, потому что все сейчас на телефоны. Сейчас дети в 2-3 года уже на айпадах играют игры. Я думаю, это плохо. А насчет президента Америки даже не хочу разговаривать, что он сделает с этой страной. А дальше я не знаю. Все я знаю, что нужно жить каждый день как твой последний. И я сам для себя живу. Мне все равно на мир. Ну, как бы, ну, понимаете, что я сказал, так имею в виду. И что just chase your dreams. Форум закончился, было очень много интересных гостей, сами видели, а сейчас мы приехали ставить точку в этом клубе и делаем такой бизнес-нетворкинг, будем знакомиться, общаться. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Как и обещал, мы разыгрываем книгу за лучший комментарий. Предположи, что нас ждет в будущем, и за лучший комментарий, который я выберу, я подарю свою книгу. Респект.
Дело в том, что, да, мы, когда узнали, что будет форум, захотели тоже сделать какой-то свой вклад и взять на себя ответственность, организовать там мероприятие. И ну, большую часть, конечно, именно там такой прям работы руками делал Андрей, я только финансово в этой теме участвовал. Да, поэтому тебе большое спасибо, что ты вызвался здесь и так сделал классно. Я здесь первый раз, вы тут все это прям подготовили. Вот, спасибо всем, что пришли. Да, мы хотели, чтобы вы максимум пользы получили для того, чтобы просто познакомились друг с другом, потому что форум это всегда круто, что-то интересное. Самое ценное обычно вот здесь, оно внутри. Вот, поэтому большое спасибо и слово хочу тоже Андрею дать, потому что он реально красавчик. Я хотел, чтобы вот, ну, если вас что-то в этом человеке зацепило, чтобы вы к нему подошли и сказали, да, молодец. Благодарю за теплые слова. Всем привет. Ребят, я тоже за то, чтобы мы все знакомились, как можно больше проводили время вместе, общались, взаимодействовали, не стеснялись, прям взяли и пошли со всеми знакомиться.